Он кажется самым обычным обитателем озера. Но это иллюзия. И что в нем особенного? Что если я скажу вам, что его скромность – это самый гениальный обман в подводном мире? Пока другие яркие виды борются за внимание, он правит балом, оставаясь невидимкой. Всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала! Мы продолжаем наше большое путешествие в мир удивительных цихлид – озеро Танганьика. И сегодня у нас особая история, в создании которой нам помогла всемирно признанный эксперт по цихлидам Танганьики Пэм Чин. Огромное спасибо за бесценные кадры и консультации. Это история рыбы-призрака, рыбы-загадки, чья главная тайна скрыта у всех на виду. И именно благодаря этим кадрам дикой природе мы можем рассмотреть нашего главного героя во всей его уникальности. Знакомьтесь, Вариаберихромис мура. Итак, что мы о нем знаем? Это не великан, его длина около 10 сантиметров. Ареал обитания не по всему озеру, а строго в его южной половине, на мелководье, среди скальных массивов. Присмотритесь к этим кадрам. Самца от самки практически не отличить. Оба носят одинаковый скромный темный наряд. Их рацион – это мелкие беспозвоночные и водоросли, которые они находят в обрастаниях на скалах. Именно здесь, на одних и тех же участках, мы видим их рядом с трофеусами. Но это не соседи, это конкуренты. И наш скромный герой часто оказывается более успешным в этой борьбе, постепенно вытесняя ярких трофеусов с их территорий. Их невероятная хитрость поражает воображение. Они синхронизируют свой нерест с Луной. Зачем? Чтобы свет ночного светила помогал им охранять свое бесценное потомство от ночных хищников. Свою икру они откладывают на камни. И вот тут начинается самое интересное. Их родительские качества поистине выдающиеся. Возможно, именно в этом и кроется секрет их успеха. И вот наша первая загадка, скрыта в их детстве. Пока взрослые носят темную униформу, их мальки – настоящие щеголя, солнечно-желтые. И вот, что по-настоящему интересно, размер, при котором они меняют детский желтый на взрослый темный, совершенно разный для каждой популяции. В одних местах мальки остаются желтыми до 5 сантиметров, а в других темнеют, едва достигнув 2. Более того, как вы видите на фото от Пэм, в некоторых популяциях самки и субдоминантные самцы вообще никогда не темнеют, сохраняя свой юношеский окрас на всю жизнь. Эта простая разница в развитии – прямое доказательство. За внешним единообразием скрываются генетически обособленные группы, каждая со своими внутренними правилами. Но самая большая сенсация ждала ученых, когда они изучили ДНК этих образцовых семей. Оказалось, что хозяин территории и преданный отец зачастую не главный родитель в своем же выводке. Эту роль берут на себя самцы-одиночки, своеобразные нахлебники или расхитители гнезд. Они пользуются тем же лунным светом, чтобы подкрасться и тайно оплодотворить часть икры, пока доминантная пара занята нерестом. И масштабы этого обмана колоссальны. Исследования показали, что более 60% мальков в кладке могут быть от этих тайных отцов. Более того, в одном единственном выводке находили генетический материал от 10 разных самцов. Вот оно, истинное лицо вида. Вот почему популяции генетически уникальны, но выглядят одинаково. Вся эволюция пошла не во внешность, а вглубь, в невероятно гибкую и хитрую социальную структуру. Так кто же он? Вариаберихромис мура. Это больше, чем рыба. Это целая стратегия. Стратегия, в которой есть место и железной верности семье, и безжалостной генетической хитрости. И если вы захотите поселить этого уникального стратега в своем аквариуме, помните о главном – ему нужна его крепость. Это значит,
Простор. Аквариум от 200 литров. Ландшафт. Множество укрытий из камней, создающие подобие скальных массивов и пещер. Чистота и стабильность. Качественная фильтрация, аэрация, еженедельная подмена воды 30% от общего объема аквариума. Оптимальные параметры воды для содержания: температура 25-27, кислотность 7,5-9,0, жесткость от 10 до 20. В питании он неприхотлив, но важно знать один нюанс. Хотя вид всеядный, к основному белковому корму обязательно нужно добавлять растительные компоненты, например, корма, содержащие спирулину. Это позволит максимально приблизить его рацион к природному, где он вместе с беспозвоночными поедает и водорослевые обрастания. Больших сложностей в содержании нет, однако обращу ваше внимание на крутой нрав и высокую территориальную агрессию. Соседей нужно подбирать с учетом его потребностей, таких же активных, но не агрессивных видов, способных держаться вне его владений. Надеюсь, это знакомство с Вариоберихромис мура было для вас таким же увлекательным, как и для меня. Отдельная и огромная благодарность моей коллеге Пен Чин за бесценные знания и кадры. Обязательно загляните на ее канал, ссылка в описании под видео. Также благодарность за помощь в создании этого видео и предоставленные аквариумные кадры моей коллеге, увлеченной аквариумистикой и мастеру по созданию биотопных аквариумов Танганьики, Инге. Обязательно посетите ее канал, чтобы увидеть большие красоты из мира аквариумистики. Ссылка в описании под видео. Чтобы не пропустить новые расследования из мира Танганьики, подписывайтесь на канал Любитель Трофеусов, ставьте лайк этому видео. Ваша поддержка очень помогает развиваться. Пишите в комментариях, какой вид цихлит интересует вас больше всего. Возможно, именно о нем будет наш следующий выпуск. До новых встреч. Всем добра.